А знаете, что он в сочинении написал? Ну, теперь этого никто не узнает. А я знаю. Случайно. Он написал: счастье – это когда тебя понимают. И все. И все. Ее боготворили и ненавидели, пели дифирамбы и посылали угрозы. Ей приписывали несуществующие романы со знаменитыми коллегами Высоцким, Далем и Тихоновым. Судьба Ирины Печерниковой складывалась трудно. Она баловала актрису ролями, но в реальной жизни осчастливить не спешила. Ирина Викторовна родилась в сентябре 1945 года в городе Грозном, где в ту пору работали ее родители геофизики. Вскоре семья переселилась в Москву. Ирина отличалась боевым и непокорным характером. Она не пропускала ни одной дворовой драки и вместе со сверстниками носилась по окрестным стройплощадкам. Мама и папа безуспешно пытались направить кипучую энергию ребенка в мирное русло. Все изменила короткая встреча с артисткой Нефонтовой, проживающей неподалеку от Печерниковых. Шустрая и смелая Ирина благовела перед Руфиной Дмитриевной, втихомолку подкладывая ей под дверь маленькие букетики. Наконец девочка сумела преодолеть робость и позвонила в квартиру своего кумира. Еле слышно поздоровавшись с Нефонтовой, Ира выдохнула один-единственный вопрос: что необходимо уметь, чтобы стать настоящей актрисой? Ответ кинозвезды состоял из единственного слова «все». Полученную информацию Ирина восприняла буквально. С этого дня она записалась во все доступные секции, упражнялась на коньках и гимнастических снарядах, стреляла, фехтовала, ездила верхом и даже освоила мотоцикл. Но главным делом стало посещение самодеятельного драм-кружка. Здесь, под руководством бывшей ученицы легендарного Всеволода Мейрхольда, Печерникова принялась готовить программу для поступления в школу-студию МХАТ. В 16 лет девушка получила школьный аттестат, но, подавая документы, в вуз не спешила. Ирина пошла на экзаменационное прослушивание в институт в качестве зрителя. Худенькая девочка с бантом на макушке случайно попалась на глаза приемной комиссии. Ее попросили что-нибудь почитать, и Ирина продекламировала заготовленные отрывки. Чтение почему-то развеселило экзаменаторов, и они сообщили вчерашней школьнице, что она зачислена. Театр. Я бы лучше желала попасть в лесу под нож убийцы, чем вам на язычок. А вас прошу, не шутя, когда вам вздумается говорить обо мне дурно, лучше возьмите нож и зарежьте меня. Впервые Печерникову ввели в спектакль по роману Стейнбека «Зима тревоги нашей», когда она училась только на 2-м курсе. После окончания школы-студии молодая актриса распределилась в Ленком, но через пару лет перешла в труппу театра имени Маяковского. В 1978-м Михаил Царев предложил ей место в Малом театре столицы, где Ирина прослужила до перестройки. Да, я твоя навеки, милый мой деревенский лекарь. Ты велик, как наши древние римляне. Я приеду в Романию почти одновременно с тобой. Я прикажу прописать мне лечение на водах в Поретто. Остановлюсь я в нашем замке Сан-Николо. И там моя жизнь соединится с твоей. В каком бы коллективе ни работала артистка, ей неизменно доставались ведущие роли. Окружающих такое положение дел откровенно раздражало. Против красивой и талантливой конкурентки строили козни и плели интриги. Но Печерникова слушала только свое сердце и продолжала самозабвенно творить, выходя на сцену в классических постановках спектаклей Мольер, «Человек, который смеется», «Накануне», «Дети Ванюшина», «Король Лир». К началу 90-х весь возможный репертуар был ею освоен и порядком наскучил. Незадолго до этого ушел из жизни режиссер Царев. Смысла оставаться на театральной сцене Ирина Викторовна больше не видела. Фильмы. Карьера в кино началась для Печерниковой с участия в фильме-опере «Каменный гость». Актриса предстала в образе Донны Анны. За кадром звучал вокал Тамары Милашкиной. Вы, говорят, безбожный развратитель, вы сущий демон, сколько бедных женщин вы погубили.
ни одной домине из них я не любил. В 1968-м Станислав Ростоцкий пригласил Ирину в картину о школьниках и их наставниках «Доживем до понедельника». Режиссер утвердил ее на роль молоденькой учительницы английского языка Натальи Гореловой. Не понимаю, как они могут писать. Такую тему я бы не смогла. Это же невозможно объяснить. Счастье. Все равно, что прикнопить к бумаге солнечный зайчик. Никаких зайчиков. Все напишут, как полагается. Станислав Иосифович целенаправленно подыскивал неизвестную широкой публике кандидатку, и Печерникова ему идеально подошла. Ее игра пленила зрителей искренностью подачи. Артистку принял и полюбил весь Союз. В том же году на экраны вышла экранизация повести Тургенева «Первая любовь». В мелодраме Ирина составила блистательный дуэт с Иннокентием Смоктуновским, сыграв обаятельную Зинаиду. Вы готовы умереть около моих ног? Я владею вами. А там фонтана ждет тот, кого я люблю. На нем нет богатого платья. Его никто не знает. Но он ждет. Ждет и уверен, что я приду. Я приду. В двухсерийном фильме о революции и человеческих судьбах «Города и годы» актриса исполнила роль Риты Старцевой. Ее героиня во имя счастья любимого человека приносит в жертву свои личные чувства. Вы же ничего не знаете о ней. Вы не помните ее глаз, ее рук, ее голос. Я знаю, потому что вы ведь пишете о ней, как они живы. Я знаю. Я знаю. Потому что я люблю вас. Также в 1973-м прошли съемки совершенно иной по настроению ленты. Мелодрама «По собственному желанию», где Печерниковой досталась роль эстрадной танцовщицы Полины, наполнена музыкой, сочными красками и светлыми надеждами на будущее. Почему ты пошел меня сегодня искать? А раньше искал? Нет. Почему? Ну, почему? Ты же уехал, не прощаясь. А ты даже не пришел меня проводить. О, там провожатых и без меня хватало. Значит, ты был там? Ну, был, ну. Ирина Викторовна исполняла не только заглавные роли, но и с удовольствием соглашалась на эпизоды в серьезных картинах. Так, на несколько мгновений она попала на пленку многосерийного кино о разведчиках Великой Отечественной войны вариант «Омега» в образе Елены Скориной, экранной жены Олега Даля. Ты не думай, я никого не любил. Да можешь ты понять, что тебя не было? Тебя не было. Значит, тебя нет, и я смирилась с этим. В 1976-м артистка участвовала в разных проектах, и все они оказались удачными. В приключенческой драме «Два капитана» по роману Каверина режиссер Евгений Карелов предложил Ирине роль матери Кати Татарниковой, Марии Васильевны. Николай Антонович – человек редкой доброты и благородства. Да-да, я знаю, о чем я говорю. Это необыкновенный человек. Мы все его близкие и знакомые, просто его плохо знаем. Он всю жизнь заботится о других. Сперва Печерникова обиделась, посчитав персонаж возрастным, но позже она относилась к этой работе с особым трепетом. Фильм-спектакль «Мартин Иден» по одноименному произведению Джека Лондона – один из 4 телевизионных спектаклей с участием Ирины Викторовны. Здесь ее можно узнать в образе Руфи Морс. Ну, вы отлично говорите. Я просто удивляюсь, как вы научились так говорить за столь короткий срок. Вы могли бы добиться успеха, так же, как мистер Бэтлер, и даже без Катара. Ну, а какого вы мнения о моем рассказе «Котел»? По-моему, это страшно. Это жизнь.
В психологической драме «Птица наших надежд», снятой на Узбек-фильме, актриса сыграла героиню второго плана по имени Дина. С кем ты, сынок? А это моя невеста, Дина. Давно мы тебя ждем. Давно. Красивая. Хорошая. Значит, понравилось. Хорошая. Ну как вы тут, бабушка? Боже мой, благодарю тебя. Благослови моих детей. Да будет мир в нашем доме. Годом позже Печерникова вновь примерила на себя образы из разных эпох. В военно-исторической саге «Личное счастье» действие начинается в период Второй мировой и плавно перетекает в тяжелую послевоенную пору. В драме «Первые радости» события происходят на закате Российской империи. А ты маме прям так и сказал, что идешь на свидание? Да, я сказал ей, что меня ждут. Я не привык ей лгать. А мне ты тоже не будешь лгать? Не буду. И сейчас? И потом, когда мы будем совсем вместе? А почему ты меня спрашиваешь об этом? Так. К 1978 году была выпущена производственная лента Валерия Кремнева «Однокашники». В картине о металлургическом заводе и человеческих отношениях двух бывших одногруппников актриса исполнила небольшую роль Антонины. Тоша, поедем к тебе. А? Нам не надо больше с тобой встречаться, Коля. Он вернулся. Решил вернуться домой. Я сказал, приходи. Ирочка не может без отца. Ну, показалось, что влюбился в ту девчонку. Так бывает. В самом конце 70-х список киноработ Печерниковой пополнился парой новых образов. Она сыграла Катарину в комедийном детективе «Голубой карбункул» и, кроме того, снялась в продолжении «Первых радостей» и многосерийной мелодраме «Необыкновенное лето». Лучшего времени у нас не будет, Джеймс. Не могу, Катарина. Не могу, меня надо вдохновить. Нет, Джеймс. Только тогда, когда камень будет наш, я стану твоей. Только тогда, Джеймс, у нас будет много ребятишек. Полная комната, Джеймс. Ну? Хорошо, Катарина. Ради детей. Ты будешь моей женой. Ну, о чем речь? В 1980-х артистка реже появлялась на экране. Плодами десятилетия стали картины «34-й скорый», «Набат на рассвете» и «Братишка, люби революцию». Устала? Ну ничего, скоро уже начну. А ты знаешь, это поместье дед получил за переход с Суворовым через Альпы. Да. Но! О, смотри, пруд. Вон, смотри, видишь пруд? Он вырыт до Петра Первого. А я в нем купался. Ну, да. Трррррр. Тррррр. Все как в детстве. В 2000-е годы зрители посмотрели 3 картины, где после длительного перерыва появилась Ирина Викторовна. Это 2 мини-сериала «Не покидай меня, любовь» и «Последняя репродукция», а также мелодрама «Земля Эльзы». Историей немецкой старушки Эльзы актриса завершила свой долгий путь в кино. Ура, внучка. Ну, здрасте. Очень надо. Auf Wiedersehen, Frau Elsa. Мам! Кого прячемся? Ну, это все не всерьез. Почему? Все всерьез. Выходи за меня замуж. Хочешь? А ты хочешь выше? Личная жизнь. Печерникова трижды была замужем. Первые браки с польским музыкантом Збигневым Бизоном и известным актером Борисом Галкиным быстро распались. Третье замужество оказалось по-настоящему счастливым, но, к сожалению, тоже коротким. Супруг Ирины, артист Александр Соловьев, погиб при невыясненных обстоятельствах через 3 года после церемонии венчания. После гибели Александра Ивановича безутешная вдова долго не могла прийти в себя. По прошествии времени она начала понемногу возвращаться к жизни, занималась иностранными языками, изучала искусство эпохи Возрождения и много времени уделяла даче. Печерникова не стало в сентябре 2020 года. Врачи констатировали инфаркт. Прах артистки был захоронен на Ваганьковском кладбище Москвы. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.